Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание зеркалам и поговорим о том, можно все-таки или нельзя спать напротив зеркала. Чем это чревато, какие могут быть последствия, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите. Кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, сегодня, наверное, нет ни одного дома, где хозяева отказались бы от зеркала. Отражающие поверхности сопровождают нас везде. В отделке мебели, в стен, потолков. Но, вы знаете, до сих пор существуют приметы, которые стараются люди все-таки соблюдать, для того, чтобы в их доме всегда было изобилие, был достаток и благополучие. Поэтому давайте разберемся, почему же нельзя спать напротив зеркала, какие существуют запреты и возможности устранения этих негативных нюансов. Так все-таки можно ли вешать зеркало в спальне? Вы знаете, можно, но не рядом прямо с кроватью. Потому что если мы возьмем народную примету, то она запрещает спать напротив зеркала, чтобы не навлечь на себя массу неприятностей. Наши предки считали, что отражающая поверхность– путь в неведомые миры. И покидая тело, душа спящего человека может заблудиться и не найти дорогу назад. Также аксессуар рядом с кроватью вызывает многочисленные неурядицы в семье, ссоры, скандалы и, что немаловажно, утечку жизненных сил. Потолок, облицованный зеркалами, еще хуже, так как такая отделка буквально притягивает измену, и она с спящих людей забирает энергию. И отражение кровати и двери приводит к скорому уходу одного из супругов. Под уходом мы воспринимаем любое убытие человека, то ли в другую семью или из жизни. И вы должны знать о том, что если вы устанавливаете зеркало рядом со своей кроватью, то таким образом вы удваиваете свои страхи, свои проблемы, свои беды. А вот узкое зеркало в изголовье режет ваше отображение, и это грозит уже серьезными заболеваниями и даже раздвоением личности. А вот если у вас зеркало с полным обзором помещения, например, в дверце шкафа-купе, то это способствует накоплению негативной энергии. А если у вас только будет в зеркале отображаться только нижняя часть вашего тела, то это ведет к понижению самооценки, к развитию заболеваний нижних конечностей и мочеполовой системы. Почему же нельзя спать напротив зеркала? Вы знаете, можно или нельзя спать напротив зеркала, решает каждый сам для себя. Многие все-таки верят в народную мудрость и помнят советы и рекомендации наших предков, а они предостерегали от подобного легкомыслия, так как сон в таком месте не подарит отдыха и будет даже, возможно, наполнен кошмарами. И когда вы просыпаетесь, вы можете увидеть собственное отражение без души. И если такое происходит, то личность теряет себя. И в период нашего отдыха мы с вами расслабляемся, и у нас открываются все энергетические потоки. А зеркало способно вытягивать положительные эмоции с нас. Поэтому постоянный процесс приводит к полной утрате радости, способности наслаждаться жизнью. Если на поверхности есть хоть малейший дефект, то такое зеркало искажает отражение, и это чревато неприятностями в семье и на работе. Зеркало, оно также отображает и удваивает любое явление, в том числе и одиночество. Поэтому люди, не нашедшие свою половинку, вообще убирают аксессуар из спальни. Вы знаете, в древности верили, что двойник даже способен украсть жизнь и душу. Утром человек проснется другим, его подменит отражение из потустороннего мира.
Также постоянный фактор слежки и присутствия. Именно это ощущают люди с повышенной нервозностью. И также происходит запоминание негатива с трансляцией в реальность. И этими свойствами наделяют все зеркала. Поэтому, когда вы приобретаете зеркало в антикварном магазине или с рук, вы не знаете историю этого зеркала, и вполне вероятно, что предмет отражал, возможно, немало слез, сложных каких-то жизненных ситуаций, драм, и все это он запоминал. И попадая в ваш дом, зеркало начинает отдавать все накопленное, снижая качество жизни вашей абсолютно всех людей. И вы знаете, есть даже такое поверье, что зеркало приживается в доме, если это родовое гнездо, аксессуар расположен в правильном месте, и он даже может предупреждать о надвигающихся бедах. И, например, может показать будущее или треснуть, упасть. Если такое случалось, то готовьтесь к худшему. И вы знаете, зеркала, вот они наделены таким могуществом, и они считаются порталами в другой мир. Поэтому, вы знаете, в дневное время вот человек в силах противостоять потокам извне. Но во сне каждый из нас, хоть как мы бы и не хотели, мы становимся беззащитными. Поэтому, например, трюмо в спальне или напротив, это место для сна не подходит. И кроме того, зеркала еще применяют в качестве энергетических пылесосов. С их помощью вы можете также избавиться от любого негатива. Но, например, чтобы выбросить из головы какие-то тяжелые мысли, навязчивые идеи, напротив кровати, наоборот, устанавливают небольшое зеркальце и ставят его так, чтобы не видеть отражения, не встречаться со своим взглядом. И за одну ночь тяжелые мысли уходят в потусторонний мир и больше не возвращаются. Поэтому, кстати, когда вы устанавливаете зеркало на окно, человек не только избавится от плохих мыслей, но и направляет их за пределы помещения. Это тоже, кстати, очень хорошо. Если вы хотите поставить зеркало в комнате, где вы спите, то вам нужно соблюдать определенные условия. Ставят такие зеркала или зеркало, чтобы не видеть собственное отражение. Выбирают, как правило, зеркало круглой, овальной формы или фигурной, но обязательно без острых углов. И отражение не должно быть разрезанным. И в этом случае действительно трюмо с зеркалом в спальне принесет вам только позитивную энергию. Что же еще нельзя делать перед зеркалом? Во-первых, никогда не принимайте пищу, не пейте, так как это съедает ваше счастье. Лежать, спать днем, то тогда будет болеть ваша голова и будут сняться вам кошмары. Не смотрите в зеркало в комнате, где нет света. Заглядывать в трюмо, если в доме есть покойник, потому что в таком случае душа будет маяться. Смотреться в состоянии гнева или в ссоре, то проблемы в этом случае они только удваиваются. И в треснувшее зеркало уходит положительная энергия, поэтому от аксессуара также избавляются. Ставить фотографии лицом к отражающей поверхности, тогда в доме поселится страх и ненависть, а человека на фото начнут преследовать даже неудачи и болезни. Также перед зеркалом ни в коем случае не плачьте, не горюйте. Почему? Потому что негатив он накапливается и потом в один момент возвращается вам еще в большем размере. Поэтому вашему зеркалу, вне зависимости, сколько у вас зеркал в доме, никогда не доверяйте свои эмоции, особенно плохие. Высказывайте какие-то претензии, ругайтесь. Особенно, если это ваше даже отражение. Потому что все, то, что вы говорите, оно к вам вернется. Поэтому, когда вы смотрите в свое зеркало, без разницы, в любое, вне зависимости, оно в ванной, у вас в коридоре или в комнате, всегда говорите приятные слова. Обязательно хвалите себя и обязательно улыбайтесь. И тогда зеркала действительно будут только вам помогать и
воодушевлять вас на какие-то новые, интересные, возможно, подвиги, на какие-то новые впечатления. Помните, зеркала, как бы мы их ни воспринимали, они все-таки в нашем доме транслируют определенную и энергию. Это очень важно. Мы, друзья, надеемся, что наши советы и сегодняшние рекомендации вам помогли. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы услышимся в следующем видео.